В этом видео мы расскажем о NumPy 1D, в частности о ND-Arrays или массивах. NumPy – это библиотека для научных вычислений. У нее много полезных функций. У нее много других преимуществ, такие как скорость и память. NumPy также является основой для Pandas, поэтому посмотрите наше видео о Pandas. В этом видео мы рассмотрим основы и создание массива, индексирование и нарезка, основные операции, универсальные функции. Давайте рассмотрим, как создать массив NumPy. Список Python – это контейнер, который позволяет хранить и получать доступ к данным. Каждый элемент связан с индексом. Мы можем получить доступ к каждому элементу, используя квадратную скобку, следующим образом. Массив NPy или ND-Array похож на список. Обычно он имеет фиксированный размер, и каждый элемент имеет одинаковый тип, в данном случае целые числа, integers. Можно привести список к массиву NumPy, сначала импортировав NumPy. Затем мы приведем список следующим образом. Мы можем получить доступ к данным через индекс. Как и в случае со списком, можно получить доступ к каждому элементу с помощью целого числа и квадратной скобки. Значение a сохраняется следующим образом. Если мы проверяем тип массива, мы получим numpy.ndArray. Поскольку числовые массивы содержат данные одного типа, мы можем использовать атрибут dtype для получения типа данных элементов массива. В этом случае 64-битное целое число. Давайте рассмотрим некоторые базовые атрибуты массива, используя массив A. Размер атрибута – это количество элементов в массиве. Поскольку есть 5 элементов, результат 5. Следующие два атрибута будут иметь больше смысла, когда мы перейдем к более высоким измерениям, но давайте рассмотрим их. Атрибут ndim представляет количество измерений массива или ранг массива, в данном случае 1. Атрибут shape – это кортеж целых чисел, указывающих размер массива в каждом измерении. Можно создать массив NumPy с действительными числами. Когда мы проверяем тип массива, мы получаем numpy.ndArray. Если мы рассмотрим атрибут dtype, мы увидим float 64, поскольку элементы не являются целыми числами. Есть много других атрибутов. Посмотрите numpy.org. Рассмотрим некоторые методы индексации и нарезки. Мы можем изменить первый элемент массива на 100 следующим образом. Первое значение массива теперь 100. Можно изменить пятый элемент массива следующим образом. Пятый элемент теперь 0. Как в списках и кортежах, можно нарезать массив NumPy. Элементы массива соответствуют следующим индексам. Можно выбрать элементы от 1 до 3 и назначить их новому массиву NumPy D следующим образом. Элементы в D соответствуют индексу. Как и в списках, мы не считаем элемент, соответствующий последнему индексу. Можно присвоить соответствующие индексы новым значениям следующим образом. Массив C теперь имеет новые значения. Пройдите лабораторные работы или зайдите на numpy.org, чтобы увидеть больше примеров того, что вы можете сделать с помощью NumPy. NumPy облегчает выполнение многих операций, которые обычно выполняются в Data Science. Эти же операции, как правило, быстрее в вычислительном отношении и требуют меньше памяти в NumPy, чем в обычном Python. Давайте рассмотрим некоторые из этих операций на одномерных массивах. Рассмотрим многие операции в контексте евклидовых векторов, чтобы сделать это более интересным. Сложение векторов – широко используемая операция в Data Science. Рассмотрим вектор U с двумя элементами. Элементы отличаются разными цветами. Аналогично рассмотрим вектор V с двумя компонентами. Добавляя векторы, мы создаем новый вектор, в этом случае Z. Первый компонент Z
– это сложение первых компонентов вектором u и v. Соответственно, второй компонент является суммой вторых компонентов u и v. Новый вектор z теперь является линейной комбинацией векторов u и v. Удобно представлять сложение векторов с помощью отрезка или стрелок. Первый вектор представлен красным. Вектор будет указывать в направлении двух компонентов. Первый компонент вектора – единица. В результате стрелка смещена на 1 единицу от начала координат в горизонтальном направлении. Второй компонент – 0. Мы представляем этот компонент в вертикальном направлении. Так как этот компонент равен нулю, вектор не направлен вертикально. Представляем второй вектор синим цветом. Первый компонент равен нулю, поэтому стрелка не направлена горизонтально. Второй компонент – единица. В результате вектор направлен вертикально на 1 единицу. Когда мы добавляем вектор u и v, мы получаем новый вектор z. Добавляем первый компонент. Это соответствует горизонтальному направлению. Также добавляем второй компонент. При сложении векторов полезно использовать метод tip-to-tail, помещая хвост вектора v на кончик вектора u. Новый вектор z создается путем соединения основания первого вектора u с хвостом второго v. Следующие 3 строки кода добавят 2 списка и поместят результат в список z. Также можно выполнить сложение векторов одной строкой кода NumPy. Для выполнения сложения векторов в 2 списках потребуется несколько строк, как показано в правой части экрана. Кроме того, код NumPy будет работать намного быстрее. Это важно, если у вас много данных. Мы также можем выполнить векторное вычитание, изменив знак сложения на знак вычитания. Для выполнения вычитания векторов в 2 списках потребуется несколько строк, как показано в правой части экрана. Умножение вектора со скляром – еще одна часто выполняемая операция. Рассмотрим вектор y, каждый компонент которого определяется своим цветом. Мы просто умножаем вектор на склярное значение, в данном случае 2. Каждый компонент вектора умножается на 2. В этом случае каждый компонент удваивается. Можно использовать отрезок или стрелки, чтобы визуализировать происходящее. Исходный вектор y выделен фиолетовым цветом. После умножения его на склярное значение 2, вектор растягивается на 2 единицы, как показано красным цветом. Новый вектор в 2 раза длиннее в каждом направлении. Для векторного умножения на скляр требуется только 1 строка кода с использованием NumPy. Для выполнения той же задачи со списками потребуется несколько строк, как показано в правой части экрана. Кроме того, операция также будет намного медленнее. Hadamard Product или продукт Адамара – еще одна широко используемая операция в Data Science. Рассмотрим следующие 2 вектора u и v. Продукт Адамара для u и v – это новый вектор z. Первый компонент z является произведением первых элементов u и v. Соответственно, второй компонент является произведением вторых компонентов u и v. Полученный вектор состоит из произведения u и v. Также можно выполнить продукт Адамара с 1 строкой кода в NumPy. Для выполнения продукта Адамара в 2 списках потребуется несколько строк, как показано в правой стороне экрана. Dot Product – точечный продукт – еще одна широко используемая операция в Data Science. Рассмотрим вектор u и v. Точечный продукт – это одно число, определяющееся следующим термином и показывает, насколько похожи 2 вектора. Мы умножаем первые компоненты u и v. Затем мы умножаем вторые компоненты и складываем результаты вместе. Результатом является число, представляющее, насколько похожи 2 вектора. Также можно выполнить точечный продукт, используя функцию NumPy dot и присвоить ей переменную result,
следующим образом. Рассмотрим массив U. Массив содержит следующие элементы. Если мы добавим склярное значение в массив, NumPy добавит это значение к каждому элементу. Это свойство известно как broadcasting – вещание. Универсальная функция – это функция, которая работает с ND-arrays. Мы можем применить универсальную функцию к массиву NumPy. Рассмотрим массивы A. Можно вычислить середину или среднее значение всех элементов в A, используя метод min. Это соответствует среднему значению всех элементов. В этом случае результат равен нулю. Есть много других функций. Например, рассмотрим массивы NumPy B. Можно найти максимальное значение, используя метод max. Мы видим, что наибольшее значение 5. Поэтому метод max возвращает 5. Можно использовать NumPy для создания функций, которые отображают массивы NumPy в новые NumPy массивы. Давайте реализуем некоторый код в левой части экрана и используем правую часть экрана, чтобы продемонстрировать, что происходит. Можно получить доступ к значению π в NumPy следующим образом. Мы можем создать следующий массив NumPy в радианах. Этот массив соответствует следующему вектору. Применяем функцию sin к массиву x и присваиваем значение массиву y. Это применяет функцию sin к каждому элементу в массиве. Это соответствует применению функции sin к каждому компоненту вектора. Результатом является новый массив y, где каждое значение соответствует функции sin, применяемой к каждому элементу в массиве x. Полезной функцией для построения математических функций является linspace. Linspace возвращает равномерно распределенные числа в указанном интервале. Указываем начальную точку последовательности. Конечная точка последовательности. Параметр num указывает количество образцов, которые нужно сгенерировать, в данном случае 5. Пространство между образцами равно единице. Если мы изменим параметр num на 9, мы получим 9 равномерно распределенных чисел в интервале от -2 до 2. В результате разница между последующими выборками составляет 0,5, а не единица, как раньше. Можно использовать функцию linspace для генерации 100 равномерно расположенных выборок в интервале от 0 до 2π. Мы можем использовать функцию numpy sin для отображения массива x на новый массив y. Можно импортировать библиотеку pyplot как plt, чтобы помочь нам построить функцию. Поскольку мы используем Jupyter Notebook, используем команду matplotlib_inline для отображения графика. Следующая команда строит график. Первый вход соответствует значениям по горизонтали или оси x. Второй вход соответствует значениям для вертикальной оси или оси y. С NumPy вы можете сделать намного больше. Пройдите лабораторные и numpy.org для получения дополнительной информации. Спасибо за просмотр этого видео.